Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании», по-прежнему мы отсюда, из Испании, соответственно. Тема сегодняшнего нашего ролика продиктована была одной мыслью, которую написал один наш соотечественник, и Алексей вчера это прочитал. Мужчина написал, что когда он переехал в Испанию, он почувствовал себя, как будто бы он попал снова в детство. То есть у него так называемое второе детство. Ну, в хорошем смысле этого слова. Мы с Алексеем подумали, что давай посмотрим, как наша жизнь изменилась. Вот мы переехали в Испанию. Можем ли мы сказать, что у нас тоже как второе детство, что ли? И мы стали с ним перечислять, и вот сейчас хотим это все для вас немножечко развить, потому что мы поняли, что на самом деле жизнь после переезда, она немножко у нас стала другой. И именно какой сейчас мы порассуждаем, может быть, я думаю, вам тоже будет интересно. И какой-то наш опыт вот за вот эти 6 лет, ну, фактически почти за 8 лет, потому что там мы ездили туда-сюда, вот. И то есть мы почувствовали тоже огромные изменения. Сейчас мы вам об этом тоже расскажем. Всем привет, друзья! Я тоже с вами, и мы продолжаем эту тему. Сейчас мы немножечко пройдемся, покажем вам также красивые виды, потому что у нас замечательный здесь город, красивое побережье. И прогуляемся, кстати, погода шикарная, и просуждаем на эту тему. На тему, ну, вот ту, как мы обозначили, да, что у нас второе детство. Что бы это могло значить? Сейчас вот мы свои наблюдения вам расскажем. Вот мы, когда на самом деле сюда переехали, мы поняли, что мы, ну не сразу, кстати говоря, вот уже, наверное, позже мы осознали, что мы избавились от каких-то условностей, от каких-то стереотипов. И, казалось бы, для кого-то мелочь, что даже одежду мы можем выбирать такую, которую мы хотим. То есть, если мы ходили, ну, в Питере, это, естественно, нужно было крутой автомобиль, какие-то цепочки, я не знаю, какие-то сапоги за 20 с лишним тысяч. То есть, нужно было производить впечатление, дорогие рубашки, костюмы. Нет, это нормально, когда люди работают, действительно там ходят, занимаются бизнесом, и нужно как-то вот, ну, из себя, говорят, встречают по одежке, провожают по уму, то есть действительно нужно, ну, это нужно просто какую-то статусность поддерживать, да, но здесь на самом деле все гораздо проще, то есть есть одежда для бизнеса, для театра, естественно, для выходов каких-то, но я могу на улицу элементарно надеть вот просто короткие мини-шортики, что-то, какие-то рваные джинсы, то есть мне, ну, стилизованно рваные, вы понимаете, да, то есть, и мне никто не скажет, что ты так выперлась, что ты так оделась, что у тебя кеды или в какой-то вид. То есть я здесь освобождена от условности. Я могу носить там какие-то такие вещи, которые, мне кажется, мне удобны, мне нравятся. И не только на пляж, ну вот куда-то и в город. В Питере все сложнее гораздо, потому что я знаю, я слышала много раз, как вот каких-то там женщин, которые идут и в каком-то таком более таком виде, знаете, там в шортиках или в чем-то, говорят, вот ты толстая, что ты так одела, как эта бабка могла там что-то на себя нацепить. Вот такие слова, ну, я слышала в адрес других людей. То есть это вот первое, что здесь нас, наверное, освобождает, Алексей потом меня добавит, это вот именно то, что мы освобождены от условности, от каких-то стереотипов. То есть нету вот это. Это, знаете, как в детстве. То есть вот я надевала любимое платьишко, я бегала месяцами, там сарафан, какие-то сандали, они могут быть какие-то такие не самые модные, что-то где-то там как-то так вот, но это было комфортно. И вот здесь, вот с этим же, с одеждой, с внешним видом, мне здесь комфортно. Я действительно здесь как в детстве. То есть мне никто не говорит, что сними, это тебе не идет. Или ой, там нацепила не по возрасту. Мне здесь все по возрасту. Потому что люди чувствуют себя свободными. И я не чувствую, что кто-то смотрит и кто-то осуждает нас. Или там не те усы у Алексея, не в ту сторону закручены. Но это такой бред, который можно услышать только, ну, от людей, которые, может быть, недостаточно воспитанные. И тоже вот приезжают сюда, и вот они начинают что-то. Но местные жители никогда, нигде, ни на чем не застряли. Спасибо, Алексей, внимание. То есть мы освобождены от каких-то совершенно глупых условностей вот в обычной такой жизни. Это очень приятно. Ладно, следующее. Кстати, вот пока я тут кривлялась, да, вот мне тоже мысль пришла в голову. Следующее, мы можем спокойно ходить, например, где-то заниматься, изучать вот всякие виды танцев, латиноамериканские танцы, то есть сальсу и так далее.
Здесь очень многие, кстати, выходят в любом возрасте на пляж, собираются коллективами и изучают либо танцы, либо у них йога, либо что-то еще такое. Но дело не в этом даже. Дело в том, что, знаете, в детстве что мы делали? Мы играли, мы собирались с друзьями, допустим, какие-то подружки и так далее. Здесь мы тоже, в общем-то, можем выйти с друзьями или со знакомыми, где-то встретиться, попить кофе, мы поиграть в доминошку, да, может быть, между собой даже. Мы можем пойти заняться любой игрой, то есть в плане гольф, теннис, я не знаю, настольный теннис. То есть у нас, как в детстве, действительно, мы занимаемся тем, что нам нравится. Мы, помимо, есть, конечно, рабочие дела, есть дети, которым нужно там уделять внимание, что-то так, бытовые вопросы, проблемы. То есть мы не просто лежим, постоянно отдыхаем. Но помимо этого есть то, как действительно немножко какая-то свобода, свобода выбора. Мы посещаем концерты, театры, музеи, мы можем путешествовать, смело сесть в автомобиль, поехать. То есть нас никто не дергает в этом смысле и не говорит, что это не надо, это вы там убиваете время, зачем вы идете в гольф играть, это фигня, зачем вам теннис настольный и так далее, и так далее. То есть вот... Я тебя в этой теме сейчас дополню. Давай. Сейчас, Танюша, я тебя дополню. Как раз в этой ситуации сейчас мы здесь, проживая в Испании, как раз ограничиваем себя сами. То есть мы сами себе стали родителями. То есть ты говоришь, нам здесь никто не... Но при том, что у нас есть родители, да, замечательные, любимые. Ты говоришь, что у нас нам никто не заставляет что-то делать. Мы сами себя заставляем учить испанский язык, вот ты прав. Заниматься спортом, гулять. То есть мы сами себе ставим задания и сами идем их выполнять. И вот такое ощущение, что мы действительно как бы провалились в детство, что мы встаем утром в выходной день и сами себе говорим, надо заняться спортом, идем заниматься спортом. Потом Татьяна приходит и говорит, так, надо быстренько залезть в бассейн, искупаться, идем купаемся. И получается, что все проживание здесь, если вот так вот разложить по полочкам, Татьяна правильно сказала, что мы делаем те вещи, которые делали в детстве. Катаемся на велосипеде, играем в доминошку, играем в теннис, идем в поход. Все, что происходит, мы с радостью воспринимаем, сами себе его как бы даем эту идею, сами ее реализуем и сами довольствуемся тем плодотворными плодами, которые после этого у нас остаются, и впечатлениями, в том числе и впечатления. Мы также фоткаемся, мы снимаем видео и выкладываем вам, показываем. Так что, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться, потому что это действительно труд, который не только нас сделал из обезьяны, превратил в человека, а труд, который мы затрачиваем, то время, которое мы могли бы все это дело скрыть от вас и получить удовольствие сами. Мы с вами делимся и рассказываем свои мысли, а вы нас можете дополнить, пишите комментарии обязательно. И еще раз... Продолжаем развивать эту мысль. Что же еще у нас такого от детства сейчас есть? Ну вот, Алексей, правильно ты сказал, что действительно вот то, с чего мне в принципе стоило начать, что когда рождается человек, он учится ходить, ползать и говорить. Действительно, переезжая в другую страну, вот это ценное замечание, мы же начинаем учить какие-то слова, в любую, причем это не обязательно Испания, да, мы же начинаем учить какие-то слова, мы же изучаем жизнь людей, мы же смотрим, как они питаются, смотрим новые блюда. Помните, как мама там, это горячо, это не трогай, попробуй вот эту котлетку полезную. Вот то же самое здесь. Нам дают что-то попробовать, мы какую-то колбасочку, сырочек спрашиваем местных, а как сготовить, ходим на рынок, нас учат, понимаете? То есть мы становимся как будто дети, мы все изучаем заново. Мы учимся заново ходить в другой стране, учить язык, изучать культуру, изучать города. Как в своем родном городе, да, Питере. Вот мы ходили в детстве в музей. А что это за морской гад? А можно его попробовать? Да, он же полезный. Ой, не хочу. Верно. Но тут же другие какие-то занятия, другой распорядок дня. Помните, как нам говорили, надо после обеда спать в детстве. Вот тут тоже есть сиеста. Мы, правда, не спим, то есть это к нам не относится, но это есть. То есть вот это все новое, это даже очень полезно для человека и для головы, мне кажется, изучать все новое. Но фактически ты как будто рождаешься заново. Ты родился здесь, и ты снова все изучаешь. Язык, культуру, кухню и так далее. Потом многие из нас что делали в детстве? Шли в садик, в школу, да, вот учили какие-то науки. Здесь то же самое.
по факту получается, то есть многие из нас идут в школу, в автошколу, опять садимся за парточки, потом мы идем в школу языков, то есть взрослые люди, ну я даже не знаю, там не то, что там молодежь, а вот там 30, 40, 50, 60 лет идут, даже 70 лет и старше, здесь вообще никто на возраст не смотрит, что мне нравится. Кто-то образование получает. Да, тоже. кто-то получает высшее образование здесь, и причем здесь можно учиться, здесь есть там до 30, по-моему, 5, после 35, после 45 лет поступать в вузы. Ну, то есть я хочу сказать, что опять проживаешь как будто в детстве, то есть ты снова садишься за парточку, тебя снова профессор чему-то учит, либо машину водить правила, либо как правильно говорить, как правильно писать, то есть это школа, вот снова. То есть я полностью согласна с тем мужчиной, который вот это вот, знаете, натолкнул нас на такое рассуждение. Спасибо, кстати, что люди вот этим делятся, потому что действительно так немножко переосмыслить иногда тоже очень полезно философски. То есть мы не пропадаем, уезжая в другую страну, мы не теряем себя, а мы наоборот рождаемся заново. То есть по сути, да, и сразу вот какая-то... Проживаем второе детство, да. Грусть уходит, да, второе детство, при том, что у нас есть мамы, папа, они замечательные, мы их любим, они нас тоже как-то берегут, заботятся, и дети тоже заботятся по-своему, конечно. Вот. Но тем не менее, мы проживаем как бы второе такое вот детство, второе рождение, когда все узнаешь заново, когда ты заново чему-то учишься, когда ты, как в детстве, ну, как бы не подвержен каким-то стереотипам и условностям, что это неприлично, короткую юбку, как я уже сказала, да, что что-то вот нельзя, что-то не по возрасту. То есть мы ощущаем себя более свободными, более такими раскрепощенными. Новые знакомства, как в детстве, новые друзья какие-то, знакомые, там, соседи, не соседи. С каждым тоже какие-то взаимоотношения, то есть новые виды деятельности. И вот это новые города, все как в детстве, все новое. Друзья, мы пока вот стоим здесь между съемки, все-таки решил включить камеру и стали рассуждать. А действительно, вот смотрите, мы переехали, получили первую карточку. Это то же самое, что получение первого паспорта, да. Дальше пошли в автошколу, учились, ходили долго, упорно, получили первые права. Радости, полные штаны, что мы, хотя, с другой стороны, у нас были, да, права, мы в своей стране все-таки имели машины, и права, и мы ездили, ну, водительское удостоверение, имею в виду. А здесь, получается, мы все в первый раз проходим с новыми знаниями, все заново. Ну, то есть фактически вот как в своей стране, когда вы дети, да, вы изучаете, вы учите, начиная с первого шага, потом первого слова, кухню и так далее, учитесь, появляются у вас какие-то навыки, работы, готовки, я не знаю, там, взаимоотношений с людьми, дружбы. Здесь все то же самое проходит, только уже во взрослом состоянии, каждый в своем, в 30, 40, 50, 70 лет. То есть есть все то же самое. Покупка, как Алексей сказал, машины, квартиры, дома, там счет в банке, тыры-пыры. Чувствуешь, но забота родителей, она вот дистанционная, конечно, есть в своем каком-то. Больше доверия, наверное, больше понимания, что мы уже взрослые. Но вот никто не кричит там домой или там помой руки. Не, ну мы сами себя ограничиваем. Мы себя уже как-то ограничиваем, чувствуем себя. Ну и что-то там дети, конечно, нас тоже уже так это вдохновляют. Вот. Ну и учимся у других людей, опять-таки. Есть знакомые, есть соседи, друзья, там кто-то переезжает. В детстве советуешься? Да, мы обмениваемся информацией. Есть свои какие-то дружеские связи, есть какие-то по работе связи, да, вот у Алексея, например, и так далее. То есть какие-то навыки. И я думаю, что это даже немножко людей взбодрит и омолаживает как-то. Абсолютно. Ты не покрываешься вот этой плесенью, тиной, пеной, я не знаю, чем там, какой-то этой самой. Некоторые в своей стране не переезжая, я сейчас никого не хочу обидеть, очень активные, молодцы, двигаются, строят, что-то делают, путешествуют, это классно. Но бывает, другим людям нужно именно какой-то толчок, вот какой-то движуху, движение, иначе это застой. Поэтому вот мы для себя выбрали такое движение, чтобы не быть в застое, чтобы проживать вот как бы еще раз все по новой. Нас это будоражит, нас это бодрит, вдохновляет, молодит, как хотите, можно рассуждать. Да, наверное, ты согласен? Абсолютно, конечно. Вот, ну, я думаю, вы тоже поделитесь какими-то своими размышлениями. Не сочтите это за глупости какие-то, да, что мы вот вдруг решили. Но я думаю, что это тоже такая тема волнительная, потому что многие переживают, как переехать, что там, как, вот, тыры-пыры.
Ну, раз Да, люди поэтому- пишут об этом, значит, многие сталкиваются и многие ощущают на себе вот это вот Я думаю, что да. новое состояние такое, которое человек он сначала думает, ну как же, с чем это сравнить? А сравнить это можно с детством. Ну и не Вот. каждый хочет вот делиться этим, например, да, ну как вот подойдешь и спросишь у человека просто, а как ты здесь приживался, а как вот что-то. А люди, которые ведут блоги, то есть мы вот, допустим, снимаем видео, мы с вами с удовольствием этим делимся, рассчитывая только на ваши лайки, комментарии и перепосты Нет, своим донаты друзьям. еще, подписки Еще у нас платные, есть и супер донаты, спасибо. можно стать спонсором, супер спасибо и много разных плюшек. Так что не забывайте, все под видео. Это тоже очень полезно и интересно для нас. Нас мотивирует на разные прочие снятия видео. Ой, что у меня нагрелся телефон. Раз. Разумеется, мы с вами. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Сегодня мы порассуждали на тему, что вот у нас второе детство. Не сочтите это за глупости, а наоборот, можно из таких вот подобных рассуждений других людей, которые переезжают, да, выцепить какое-нибудь здравое зерно, посмотреть, ну и кому-то, возможно, будет немножко легче от того, что не одни вы, может быть, переезжаете, чувствуете себя, как бы, что вот некоторые потому что страдают от того, что все заново, надо заново, на самом деле получать удовольствие от этого. Просто понимаете, что вот в детстве мы это изучали, нам дан шанс еще раз какие-то науки изучить, прожить какие-то моменты счастливые, то есть стать моложе, счастливее, обрести новых друзей, погрузиться в приятную атмосферу познания чего-то нового, и от этого должно быть наоборот, как бы даже чуточку легче, веселее, позитивнее. Но при этом, конечно, есть трудности. Трудности мы научимся решать и преодолевать, как в детстве и в юности. И будем двигаться, безусловно, будем двигаться дальше с позитивным мышлением и с хорошим настроением. Чего мы вам и желаем, дорогие друзья, все зрители и подписчики нашего канала. Не забывайте ставить лайк, подписываться и пишите ваши замечательные комментарии, как обычно. А мы пойдем пить кофеек. И много интересной информации есть у нас в Инстаграме. Так что подписывайтесь на наш Инстаграм. Там тоже есть Также Телеграм. интересные моменты, которые мы У показываем. кого не ловит Инстаграм. Все, за сим все, дорогие друзья. Счастья, здоровья, удачи, хорошего настроения. Выходите на наш канал, смотрите наши видео. Для вас Татьяна и Алексей. Всем удачи, добра. Всем удачи, добра. Чао, адьос, Чао. амигос.